Нью-Йорк – это город, который каждый мечтает увидеть хотя бы раз в жизни. Особенно на Рождество, когда все вокруг превращается в настоящую сказку. Огни, елки, витрины и все дышит праздником. И поэтому мы отправляемся туда. Но для нас это не просто путешествие, ведь у нас с Натальей почти нет совместных фотографий. Конечно, на телефоне их тысячи, но знаете, сколько фотографий стоит в рамке? Ни одной. Так что мой план прост. Мы приехали в Нью-Йорк на Рождество и за 10 дней хотим сделать 12 волшебных фотографий в самых атмосферных местах, чтобы создать воспоминания, которые останутся с нами навсегда. О, это мило, да, я знаю. Наталья не в курсе, но я пытаюсь забронировать вертолет для самой крутой фотографии. Но в этом сезоне это почти невозможно. Ну что, погнали? Вот мы и в Нью-Йорке. Наташа снимает. Даша, покажи себя. Я покажу себя только на фотках, которые мы сделаем. Тут сейчас должна появиться фотография. Сегодня у нас самый главный челлендж — это добраться до Бруклина. Для начала нужно найти бесплатный автобус до метро. Бесплатный автобус? Это же Нью-Йорк. Я думал, тут даже за воздух надо платить. Оказывается, нет. Так, вот это Нью-Йорк, Наташа. Так, ты что? Первое впечатление? Да, грязновато. Но знаете что? Это не так страшно, как я себе представлял. Даже немного уютно. Кстати, вот этот парень. Он здесь для того, чтобы следить, чтобы все зашли в вагон. Я не шучу, такие ребята есть в каждом поезде. Да, Нью-Йорк заботится о своих пассажирах. Ну, или пытается. Метро в Нью-Йорке — это не просто транспорт, это отдельный мир. Примерно 500 станций. Представьте себе, одно из самых огромных метро в мире, которое работает больше 100 лет. Это невероятно. Для тех, кто не знаком с Нью-Йорком, город состоит из 5 районов: Манхэттена, Куинса, Бронкса, Стейтен-Айленда и Бруклина. Нам примерно сюда. Ехать хоть и целый час, но вуаля, из магии монтажа всего 1 секунда, и мы уже в Бруклине. Первым делом нас встречает Шон. Вы спросите, кто такой Шон? Шон — это наш хост, у которого мы остановились. Мы виделись с ним впервые, но я уверен, что мы с ним классно поладим. Мы еще даже не были в городе, но путешествие уже началось, потому что с крыши дома Шона открывается вид на Статую Свободы и Манхэттен. Welcome to New York City. Уже ложимся спать. Даже ты тут? Даша отдыхает. Но сегодня был удивительный интересный день. Капелечку прям совсем задели. Вы видели что-то в Нью-Йорке. Завтра будет еще более интересный день. Хочу хорошенько выспаться и с новыми силами лететь на изучение новых мест. И вот закончился наш первый вечер в Нью-Йорке. Магический, хаотичный и немного уставший. Доброй ночи. Почему свет не уключен? Мы проспали. Первым делом я посмотрел на утренний Нью-Йорк. Эй, Бруклин, встречай меня! Быстрый утренний душ, и вуаля, мы на крыше вновь. Будь здорово. Будь здорово. Будь здорово. Так, ну что, мы находимся в Нью-Йорке. За нами Манхэттен. С той стороны можно увидеть Статую Свободы. Помнишь, как это было там? Что там жить на Манхэттене? Секреты. Сейчас будем двигаться. План такой, что найти какие-нибудь самые классные места для фотографий. Я готова. Готово? Погнали? 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 Погнали! Все, погнали. Мы наслаждались прогулкой по Бруклину до ближайшего метро. Очень много зданий из красного кирпича. Упс, мы отвлекли художника. Мы в Нью-Йорке на Рождество. Соответственно, самая первая фотка должна быть у елки. У новогодней, знаменитой и популярной елки в Нью-Йорке. Рождественский Нью-Йорк у меня ассоциируется с этой елкой, да. Любое путешествие в Нью-Йорке начинается с метро. Мы находимся в самом-самом-самом центре. Наташа, как тебе? Супер. Приехали делать нашу первую совместную фотку. Думаю, будет классно. Вот, короче, погнали двигаться. Класс. Мы вышли на поиски знаменитой елки у Рокфеллер-центра. Это наше первое Рождество в Нью-Йорке и, честно говоря... Пока непонятно. Да, пока непонятно. Мы понятия не имеем, где ее искать. Но знаете, что нам помогло? Толпа.
Вон туда. О, мы нашли ее. О, сколько тут людей много. Людей было так много, что не протолкнуться. Но эта суета только добавляла ощущения праздника. Елка Рокфеллер-центра – это без сомнения главная звезда Рождества в Нью-Йорке. Традиция устанавливать ее началась почти 100 лет назад, когда строители Рокфеллер-центра поставили первое дерево в знак надежды во время Великой депрессии. С тех пор каждый год привозят самую красивую елку, которую можно только найти. Это не просто украшение, это настоящий символ Рождества. И, кстати, это то же самое место из «Один дома 2». Да уж, эти небоскребы впечатляют. Здесь-то мы и сделаем наше первое фото. Мы сделали первое фото! Первый момент запечатлен. Это было сложно, потому что здесь очень много людей. Как можно это заметить сзади? Вообще. И сейчас кто-то трогает елку, и сейчас моя камера может упасть, поэтому немножко переживаю. Я надеюсь, фотка у нас получилась, потому что людей просто немереное количество какое-то. Просто в наглую идешь и становишься, и все. И, короче, и пытаешься фоткать. Но мы двигаемся дальше, короче, проживать этот день и двигаемся вперед. Как же здесь все выглядит волшебно. Безумно много людей просто. Все, кроме количества людей. Их здесь очень много. Мы уходим от елки, а толпа все растет. Проходим мимо радио Сити Холл, знаменитое место, где проходят рождественские спектакли. Огни, музыка, здесь все кричит. Рождество совсем рядом. И вот они, самые большие новогодние шары, которые я когда-либо здесь видел. Впечатляет? Конечно. А еще хочется спросить, кто их вообще туда поставил? Мы добрались до еще одного места в центре Нью-Йорка. За нами, короче, эти огромные шары, елочные игрушки, радио Сити Холл. Там огромные очереди. Выглядит просто нереально и волшебно. Холодно становится, снега нету, но все равно классно. И да, здесь Санта. Он сидит и танцует. Ну ладно, пусть отдыхает, он это заслужил. Ему еще развозить подарки и следить за тем, чтобы Гринч не украл Рождество. Полиция, огни, толпы людей и палатка с едой. Все напоминает, что мы в самом центре грядущего праздника. Нью-Йорк ночью – это совсем другая магия. И она затягивает. Да, уже поздно. Мы едем обратно в Бруклин. Начался дождь. Идем подождем. Прибыли. Мы уже ложимся спать. Был классный день. Посетили сегодня елку. Провели классный вечер с хостом. Сделали вкусную курицу. И, короче, классно много общались. Но самое главное, мы сделали фотку с елкой, которая здесь появляется только на Рождество. Самая наша первая фотка в Нью-Йорке — это фотка с рождественской елкой. Да, мы сделали это. Классный день был. Завтра будет еще класснее. Доброе утро! Мы опять проснулись поздно, потому что мы болтали с Шоном до 3 часов ночи. Но не беда. Через час я уже свежий и смотрю на утренний Бруклин. Я предвкушаю, сколько сегодня предстоит интересного. Второй день! Сейчас начался второй день, технически третий день, но именно вот второе утро в Нью-Йорке. Мы сейчас направляемся, у нас большой план, как всегда. Сегодня по плану. Вторая фотка. Мы сейчас двигаемся к Бруклинскому мосту. Давай постоим, подождем, Натали. Лови хорошую погоду. Последний луч солнца. Последний луч солнца. Не, еще будет на следующей неделе, но... Короче, как так. Когда мы уезжаем. И снова метро. Куда без него в Нью-Йорке? Второй день, и знаете что? Мы уже чувствуем себя местными. Все становится привычным. Шум поездов, объявления и толпы людей. Иногда я все-таки путаюсь, на какой стороне платформы надо стоять. Ну, да ладно. Наша следующая точка назначения находится в пределах Бруклина. И как всегда, по пути нас ждали рождественские знаки. Например, сотрудник FedEx в фиолетовом колпаке. Спасибо за доставку праздничного настроения. Я понимаю, с своими ночью, кстати. Дай мне фотку. И вот, наконец-то, Думба – самое атмосферное место в Нью-Йорке. Это визуальное наслаждение, особенно когда видишь это вживую. В кадре доминирует Манхэттенский мост, а между опорами виднеется Empire State Building. Это место настолько культовое, что сделать фото без толпы людей – миссия почти невозможная. Вероятно, много людей и очень сложно сфотографироваться. Надо или супер рано приходили, супер поздно. Но нас это не остановило. Нас выручила вот эта пара из Англии. Они терпеливо ждали, пока народ хоть немного рассосется, и... У них получилось. И да, спасибо этому парню, который держал камеру, пока его девушка фотографировала. Бро, ты в моем сердце. Твоя энергия делает этот снимок еще лучше. Сфоткались. Еще одна. Еще одна фотография. У-ху!
Кстати, на тот момент мы вообще не ожидали, но вечером нас ждет настоящее рождественское чудо. Но об этом немного позже. А пока мы отправились в другие культовые места Нью-Йорка. Первый из них был панорамный вид на Манхэттен и Бруклинский мост. Это настоящая классика. Вау. Это, конечно же, определенно фотографии из нашего списка. Мы сделали это! Правда, очень Манхэттен! Очень далеко? Да. Зато звук сейчас близко. Фотка с Манхэттена появилась. Пожалуй, это самая легкая и быстрая фотография в этом видео. Отличный темп. Смотришь на этот вид и кажется, будто ты в фильме. Нью-Йорк, ты знаешь, как впечатлить. Мне также понравилась вот эта карусель, которой 100 лет. И отсюда открывается классный вид, особенно летом. Стоит, кстати, $3, что для Нью-Йорка почти бесплатно. Вау, я отсюда вижу статую свободы. Как же хочется добраться поближе к ней. Я продолжал поиски вертолета для нашей крутой фотографии. Я звонил в разные компании, писал в разные клиентские службы, писал электронные письма, но нет, все было занято на эти дни. Звучит невоодушевляюще, но у нас есть еще время, а значит, все возможно. Эй, Нью-Йорк, я все еще в игре. Боже мой. И, конечно же, мы добрались до него. Один из самых популярных и узнаваемых мостов в мире. Бруклинский мост! Он построен 150 лет назад, и он до сих пор выглядит потрясающе. Этот мост во многих фильмах и является усладой для глаз любого фотографа. Потом мы сделали фото друг другу. Я успел даже устать, потому что мы долго ждали, когда людей станет хоть чуть-чуть меньше. Спойлер, это нереально. Ну окей. Прогулка по Бруклинскому мосту является обязательным маршрутом во всех гайдах или рекомендациях по Нью-Йорку. Поэтому мы пошли на исследование, пытаясь понять, что же его делает таким притягательным. И это крутой вид на Манхэттен, статую свободы, Бруклин и эта красивая асимметрия. Наталья давно хотела кепку в Нью-Йорке, и наконец ей это удалось. Причем не где-нибудь, а прямо на Бруклинском мосту. Кепочка Нью-Йорк. Теперь это не просто кепка, а сувенир с настоящей историей. И честно, ей это и очень идет. В какой-то момент стало так холодно, что мне пришлось одеться потеплее. Знаете, тот самый момент, когда холодно даже в зимней одежде. Бррр. И мы плавно попали в Нижний Манхэттен. Этот район является самым старым в Нью-Йорке. И именно с этой части началась история города. Но для начала... Lunchtime. Так, cheers. Let's go. Когда ты выходишь из Бургер Кинга в Манхэттене. Мы в Манхэттене, а значит, Уолл-стрит совсем рядом. Пора туда идти. Мы наконец-то нашли Уолл-стрит. Первая остановка – Нью-Йоркская биржа. Место, где деньги никогда не спят. Нью-Йорк Stock Exchange. Но главная звезда тут не биржа, а вот эта маленькая девочка, которая стоит и смело смотрит на биржу. Я часто слышал об этом месте, и вот я оказался здесь. Фото, почему бы и нет? И буквально за углом он, тот самый бык, который олицетворяет саму биржу. Погнали, глянем ближе. Наша цель – сделать фото с быком для нашей нью-йоркской подборки. Быка буквально окружили с двух сторон. Нам нужно прорваться. В общем, ждем в очереди. Так, Наташа и я тут на первой полосе. Уолл-стрит! Мы сделали фото с быком. Вот он за нами, вот этот огромный бык. Мы столько раз много пытались, но у нас все получилось. Внезапно я заметил закат, и я просто побежал. Добежали до статуи свободы. Мы ее видим просто издалека, из-за заката. Сейчас стоим, наблюдаем за суперкрасивым закатом, который только можно передать глазами. Прекрасный нью-йоркский закат с видом на статую свободы. После мы добрались до паромной станции, и она, кстати, прикольно светится. Я скоро сам буду как синим. Ну, тупо реально, потому что замерз. Ну а потом метро. Наконец-то решили взять проездной. До этого все время платили карточкой. Ладно, неважно. Казалось бы, день закончился и пора возвращаться. Но я не ожидал, что дальше нас ждет настоящее рождественское приключение. Знаете, я всегда мечтал услышать рождественские хоровые песни вживую в каком-нибудь красивом храме. Те самые классические мелодии, которые уже стали частью американского фольклора. И самое удивительное, буквально сегодня утром я узнал, что у меня есть шанс. И не где-нибудь, а в одном из главных храмов в Нью-Йорке. Звучит нереально. Ведь желающих очевидно много, но давайте попробуем.
Мы прибыли к этому храму, который находится в самом центре Манхэттена. Кстати, возле той самой елки Рокфеллер-центра. Как я ее не заметил вчера? Мы сюда вышли. Мы вчера уткались, и мы оказались опять здесь. Куда мы идем, Даш? Мы идем вот туда, посмотри, сколько там тоже народа. Там очень много. Там сколько народа. Мы зашли внутрь и заметили, что у многих людей есть билеты. А, у людей тикеты есть как-то или что? Да, у них тикеты есть. Но тикетов нету. Водитель взять. Тикеты не знаю, где взять. Как я понял, обычно здесь вход без билетов, но сегодня ажиотаж и вход по приглашениям. Ведь это ежегодный фестиваль. Этот концерт проходит уже 45 лет, и каждый год собираются лучшие хоры города. Тут довольно красиво. Сейчас готовится выступать хор празднования Рождества. Вроде как должно было быть бесплатно. И вроде как даже часть людей реально бесплатно. Судя по всему, что часть людей все равно есть иметь билеты какие-то. Погнали. Но, видимо, мы не сможем попасть. Мы собирались уходить. Но знаете, что потом случилось? You're welcome. No worries. How did you get the tickets? She, the parishioner, Okay. belongs to this church. Okay. I don't know how it's possible to get tickets or it's impossible now. I don't know. Okay. I have no idea. What happens? No, How to no. get tickets tonight. How many tickets do you need? Two. Just two. Me and my wife. Я просто не мог в это поверить. Мне просто случайные женщины из очереди сказали, что у них оказались парочку случайных билетов. Что это, если это не рождественское чудо, а? Мы попали внутрь, куда без билета было просто невозможно зайти. И это того стоило. Внутри собор выглядит безумно круто. Величественно, красиво. И почему-то мне вспомнилась Саграда де Фамилия в Барселоне. Атмосфера такая же завораживающая. Take this home. Yes, thank you so much. I really appreciate it. А вот те самые билеты, по которым мы зашли сюда. Вся атмосфера, вау. Я чувствовал себя, будто в рождественском фильме. Вокруг мерцают огни, звучит хор, на сцене знаменитые оперные певцы Нью-Йорка. И рождественские песни. Те самые, что и раньше слышал только в фильмах и мультфильмах. Но вживую это совсем другое. Особенно мне понравились вот эти бодрые ребята. Они просто взорвали зал своей энергией. Это было невозможно не почувствовать. А вот и Наталья. Она просто наслаждается моментом, и я ее понимаю. Как я и говорил, я всегда мечтал побывать на рождественском концерте в Рождество. И вот я здесь, в самом центре Нью-Йорка. Мечта сбылась. Никогда не переставайте верить, во что бы то ни было. Все закончилось. Без лишней суеты мы просто прогулялись по уже знакомым местам, наслаждаясь вечерним Нью-Йорком. Прям очень классно провели время, послушали, попили, я даже попел чуть. Романтическое, рождественское, магическое, волшебное приключение продолжается, поэтому мы продолжаем делать наши фото. Завтра еще одно фото. Ну все, отправляемся домой, отдыхать. Наташа начала уже разбираться в Нью-Йорке. Наташ, где метро? Туда. Так, отлично. Отлично. Идем на ветку F. А потом отправились обратно домой. Наш день уже подошел к концу. Чувствую себя уставшим, но в целом очень круто и позитивно. Завтра новый день, новые фотографии, новые свершения. Наталья уже спит. Она спит, да. Спокойной ночи, мы погнали спать. Сегодня мы проснулись пораньше, по крайней мере я. Я начал утро с анализа мест, где мы были и куда еще надо. Застелили кровать и, конечно же, завтрак. Снега все так же не было. Снег здесь большая редкость, особенно на Рождество. А вот дождь сегодня обещали. Мы погнали на новые приключения. И, кстати, в подъезде дома, где мы живем, фотографии самых знаменитых мест в Нью-Йорке. И, кстати, в некоторых мы уже были. Вот прямо тут, вот тут мы стоим, давай вот тут. Как обычно, мы отправляемся в метро. По пути Ландрии, кнопка вызова полиции и пожарных, нью-йоркская классика. Сегодня планируем самую атмосферную рождественскую фото. Но для начала едем не в центр города, а совсем в другую сторону. На самый юг Нью-Йорка. Дорога длинная, и все-таки начался дождь. И вот мы прибыли. Кони-Айленд. Вы хотите спросить, что это такое?
Тут находится один из первых парков развлечений и первые американские горки. Это здесь появилось более 100 лет назад. Здесь было снято много фильмов, сериалов, а в играх много отсылок на эти места. Вау, выглядит точь-в-точь. Тут есть аттракцион, на которых как бы Наташа хотела покататься. Да, я хотела на американских горках покататься. Американских? Мы их называем американскими, но американские горки не называются американскими. Они называются или русские горки, или ролликостер, что-то такое. Ну, я думаю, тут летом красиво, на самом деле. Кстати, еще здесь полно крутых граффити. Атмосфера прям особенная. А также здесь находится самый знаменитый русскоговорящий район Брайтон-Бич. Но мы здесь не за этим. Кони-Айленд – одно из мест Нью-Йорка, где можно увидеть и потрогать Атлантический океан. Ты добралась до восточного побережья в США, ты видишь Атлантический океан. И ты тоже. Я тоже. Я уже видел Атлантический океан во Флориде в моем путешествии через 8 южных штатов на машине за 7 дней. А Наталья ни разу не видела Атлантический океан, но мы вместе были на Тихом океане в Лос-Анджелесе на нашей медовой неделе после свадьбы в Лас-Вегасе. И про это приключение я уже начал рассказывать в другом ролике. Эти видео еще в процессе, так что если ждете, дайте знать в комментариях. Это удивительно, но я никогда не ассоциировал Нью-Йорк с пляжами, но оказывается, Нью-Йорк – это отчасти курортный город, и летом здесь много людей. Наталья касается вод Атлантического океана, и теперь она официально побывала на 2 побережьях США. Да, спасибо. Пляж в это время года не привлекательный, но мы все равно классно провели здесь время. Неожиданно я решил просто бежать по пляжу. А Наталья написала наши имена на песке. Ну, мы дошли до хот-догов, который открыт уже больше 100 лет. Она сейчас закрыта, именно вот эта точка, потому что сейчас зима, холодно, и вот видите, написано больше, чем 100 лет, 1916 года. Знаменитые франкфуртские хот-доги. Мы сейчас идем на другую точку, где мы будем есть сами хот-доги. Это культовый и один из самых известных брендов хот-догов в США. Эта сеть работает уже 110 лет и не изменяет свой рецепт. Звучит многообещающе. Мы должны попробовать этот хот-дог. За один хот-дог, кстати, $7. Ланч-тайм. Так, я кушаю. У меня сиська сейчас вывалится. Вот эта штука, это вот, это ни о чем, $7. $7 с пустого места. Люблю ее позитив. Как итог, нам не очень понравилось. Бабушкины вареники, это очень вкусно. Бабушкины котлетки, это очень вкусно. Вот это. Согласен. Придачу дороговато, но были и рады посетить это место, потому что здесь вид какой-то прикольной атмосферой. Из-за очень холодной погоды мы не смогли долго гулять по улице, и поэтому выдвинулись обратно в метро. Так что мы покидаем Кони-Айленд для того, чтобы сделать нашу сегодняшнюю фотографию. Но куда мы именно едем? Пока секрет. Мы проехали по Ростанцу в сторону Бруклина и прогуливались по этому району. И в какой-то момент начали замечать. Да, я иду и просто как будто оказался где-то в Японии. Все в иероглифах, вывески на китайском, запахи уже совсем другие. Ну что ж, добро пожаловать в самый крупный Чайнатаун в Бруклине. Вот это я понимаю, Нью-Йорк. Идешь себе по городу и вдруг попадаешь в другой мир. Спустя некоторое время мы начали замечать изменения. Уличные огни становятся ярче, появляется все больше украшений. Кажется, мы наконец-то прибыли к нашей главной цели. Место, где рождественские огни выходят на другой уровень. Дайкер Хайтс. Район, который выглядит как одна бесконечная сцена из рождественского фильма. И мы пришли сюда для нашей очередной фотографии. Задача – найти самый яркий и красивый дом. Сначала все выглядит просто красиво. Несколько украшенных домов, милые огоньки. Мы даже нашли место, где можно сделать фото. Было не так много людей, так что фотку мы сделали быстро. Уже собирались уходить, но тут заметили, что куда-то люди идут дальше. Становится ярче. Что же там? Шаг за шагом людей становится все больше, а огней невероятно много. И вот в какой-то момент перед нами он. Вот нашли самый огромный дом. Как минимум больше всего людей. Но все-таки мы нашли босса здесь. Самый яркий дом, который мы когда-либо видели. Настолько яркий, что его, наверное, видно из космоса. И тут даже полиция. Перед ним очередь, желающих сфотографироваться. Очередь. Просто к частному дому. Так, ну что, у нас прямой репортаж. Я тут когда шел, думал, что какое-то убийство произошло, потому что тут полиция почему-то... Много людей. Полиция просто контролирует, что тут ничего не произошло, ничего не украли, ничего не сломалось. Вот. Воу. Вот это да. Вот это плотность. Но в какой-то момент мы начинаем осознавать, что это только начало. Мне кажется, здесь красивее. Думаешь? Да, мне кажется, мы только вышли на эту улицу, где вот это все начинается. Оказывается, здесь есть экскурсии, и людей буквально водят турами по частным домам. It's beautiful. Woo! So loud, so bright. Let's take a look. Let's go. Let's go take a look.
Мы решили просто пойти за одной из таких групп и просто наблюдать и слушать. Вот, например, дом только зелеными огоньками. Экскурсовод сказал, тут так ярко, что можете закрыть глаза, все равно будет ярко. И реально так. Реально так. Реально. Или с огромными Сантой и Миссис Клаус. Просто посмотрите, насколько здесь яркие дома. Я не могу описать. Ну а еще здесь продают воздушные шары. Баллон. Спасибо. В какой-то момент, когда уже казалось, что мы увидели все, я встретил человека, на которого недавно подписался. Это Максим. Буквально перед поездкой я увидел его в ролике у другого блогера, рассказывающего про Нью-Йорк. Какая же это неожиданная встреча. Мы перекинулись пару слов и показали ему фото из Google Maps дома, которого мы не могли найти. Улица — это самые нормальные домики вот здесь. Да, получается 84 и 83 между 11 и 12. И судя по всему, там должно быть самое впечатляющее место. А он как раз таки туда и отправлялся, так что все зашлось. И вот она, финальная точка, эпицентр рождественского безумия. Мы подходим и понимаем, это он. Вселенная рождественских огней и босс всех рождественских домов. Здесь все. Людей больше, чем метро в час пик. Музыка, искусственный снег, что? Я не знаю, но это очень весело. Так, ладно, я думал, это снег, а это вино. Ну что же, вот она. Финальная фотография дня. В компании с Максимом был Игорь. Игорь фотограф. Кажется, сама судьба привела нас к Игорю, чтобы сделать нашу рождественскую фотографию. Игорь, ты круто нас выручил. Спасибо тебе. Ссылки на ребят я оставил в описании. Мы думали, что мы нашли босса домов, но мы нашли боссов домов, потому что это просто бомбезный какой-то дом, нереально красивый, огромная иллюминация. Просто бомба. Не, просто вообще нереально. Выполнили миссию на сегодня. Мы начали с маленького и пошли на возрастание. Да. И вот достигли пика. Фотография сделана, атмосфера прочувствована, так что можно с чистой совестью ехать домой. Тика замерзли, просто нереально замерзли. Таша, ты замерзла? Очень. Саша очень замерзла. И я очень замерзла, у меня палец уже не сгибается. Поэтому с этой позиции мы закончили. За мной супер шикарный дом еще один, который прям реально очень классно выглядит. И мы, короче, сейчас будем пытаться телепортироваться домой. Ладно, может так быстро не получится, но... Мы уезжаем из Дайкер Хайтс, полностью пропитанной рождественской атмосферой. Как же круто, что мы оказались здесь. Ну что ж, Нью-Йорк, ты снова удивил. Мы начали двигаться в сторону метро. Казалось бы, день подошел к концу. Ну все, достаточно впечатлений, да? А вот и нет. Спускаемся в метро и... встречаем Санта-Клауса. Санта тоже ездит на метро. И ты сейчас скажешь, Илюх, ну это же нормально для Нью-Йорка. Ну, вообще-то да, но этот Санта не как те, что стоят на Таймс-сквере и пытаются развести тебя на фотку за 10 баксов. Этот Санта был самый милый, настоящий каноничный Санта, которого когда-либо я видел. Мы просто стояли и наслаждались тем, как дети фоткают за Санта-Клаусом. Но мы с Натальей слишком взрослые, чтобы делать фотки с Сантой. Мы провели с ним 20 минут дороги домой, и он рассказывал свои истории. Я думала, что ты едешь на оленях, а не на метро. Мои олени? Они протестуют. Больше денег хотят и всяких льгот федеральных. А откуда ты? Из Нью-Йорка? Да, я из Бруклина, Нью-Йорк. Я уезжал ненадолго, но всегда возвращался, как лосось. Тот же район. Как-то так. Да я сейчас на пенсии, но до этого я работал на этой линии метро 33 года. А что ты носишь в своей сумке? В моей сумке книга, зонтик, белые перчатки и теплые перчатки. А еще конфеты. Завтра нужно встретиться с кучей детей. Минимум 66 конфет с собой. Потому что Илья думал, что у тебя в сумке только подарки для детей. Не, подарков нету. Только лишь конфеты и мои личные вещи. На самом деле, детям не нравятся конфеты в форме трости. Потому что в некоторых местах их продают очень маленького размера. Однажды я заказал конфеты с Амазона, и они, должно быть, пинали ее ногами, потому что половина была сломана. Да, и я такой даю ребенку, а он такой: «Санта, я хочу целую». Я сказал: «Не переживай, бери 2». Ну и теперь у меня полкоробки леденцов. Теперь ночью я их ем. А ты красишь свою бороду и брови? Нет, это все натуральное. А что ты обычно делаешь после Рождества и Нового года? Да я просто присматриваю за внучкой. Теперь у меня есть и внук. Он начинает привыкать ко мне. Ему всего 2 месяца.
А твоя внучка знает, что ты Санта? Да, конечно, она привыкла это рассказывать. Когда дети кричали «Санта», она всегда говорит «Это не Санта, это дедушка». Но сейчас мне пришлось ее как-то забрать в этом костюме, потому что я опаздывал. И когда я пришел, все закричали «Санта!». И теперь она говорит «Это Санта, а я эльф». Так что она теперь эльф. Реально? Она помогает тебе? Да, она помогает мне постоянно и всегда напоминает «Я эльф». А как тебе удается находить работу? Сын меня добавил на Facebook, и много людей стали просто звонить. Я не знаю почему, но они звонят много. А после того, как мы вышли из метро, он, кстати, живет на том же районе, где и мы сейчас, наконец-то начался долгожданный снег. Пока, Санта! Я все еще продолжаю в тебя верить. Этот день, полный волшебства и рождественского настроения, подошел к концу. Это Нью-Йорк Просто Только такое в Нью-Йорке возможно, мне в Нью-Йорке кажется. просто за смолктолкаться с этим, с Сантой. Вообще. Вообще. И вновь доброе утро! Сегодня мы проснулись пораньше, а до Рождества осталось совсем немного. И произошло настоящее чудо. Все в снегу. Вчера ночью падал снег, поэтому снег на улице. Это явно проделки Санта-Клауса, желающего нам подарить немного рождественского настроения. Я не могу в это поверить. После утренней рутины мы отправились на поиски новой фотографии. Новый день, новое приключение. Мы уже перестали пользоваться навигатором, а дорога до метро и само метро стало привычными. Но сегодня особенный день. Мы идем в самый крутой музей Нью-Йорка, а может и Америки. Музей естественной истории. Да, тот самый музей из фильма «Ночь в музее». И наша цель на сегодня – найти тираннозавра и сделать там нашу сегодняшнюю фотографию. Ждем очередь. Мы в музее естественной истории. Тут много динозавров, тут много чего интересного. Это самый клевый музей, короче, в Нью-Йорке. В него все хотят попасть. Вот мы попали в него, сейчас будем смотреть. Это тот музей, где оживали динозавры? Это тот музей, где снимался фильм... Так, ничего, люди попали, но ничего страшного. Это тот музей, в котором снимался фильм «Ночь в музее», где оживали все скульптуры. А где главный? Главное, где-то сам внутри, вот мы идем его искать. Погнали. Первое, что нас встречает, гигантские африканские слоны, величественные гориллы и дикие антилопы. Я стою рядом с ними, и кажется, что я просто крошечный. Сейчас тут будет кадр из нашего дома, где мы сейчас живем. Мне кажется, что мы как будто живем в кусочке естественной истории Америки. Музей жираф. У нас половина такого дома. Макрофото насекомых увеличивая сотни раз. Вау. Вы когда-нибудь видели такую огромную божью коровку? А в зале древних цивилизаций мы видим невероятные артефакты. Традиционные костюмы, оружие, предметы быта. Костюм на Хэллоуин. Вау. Это вообще что? Железный человек. Огромная, массивная каменная голова альмеков. Ее размер и детализация просто нереальная. Как люди в древности вообще умудрялись делать такие крутые штуки? Здесь даже есть кости мамонта. Реальные. По крайней мере, так написано. Глядя на них, понимаешь, насколько эпичная была природа в доисторические времена. Можно бесконечно перечислять экспонаты, потому что их тут буквально миллионы. Поэтому расскажу, что нас больше впечатлило. Например, следующий зал меня очень поразил. Здесь собрана одна из самых впечатляющих коллекций минералов и драгоценных камней. Мы оказались среди сверкающих кристаллов. Это впечатляет. Природа лучший художник. Посмотри, как она сочетает цвета оранжевого с коричневым. А в центре внимания огромный аметист. Его фиолетовые кристаллы переливаются под цветом, создавая эффект звездного неба. Кажется, будто он хранит в себе целую галактику. Сколько миллионов лет понадобилось, что природа создала это чудо. Что скажешь? Впечатляет. Очень. Еще здесь куча цепей и всяких рэперов. Не знаю, как это относится к естественной истории, ну окей. Но более впечатляющие это метеориты. Что это? Метеориты? Я метеорит. Реально метеорит? Да. Мы прикоснулись к камню, который когда-то летел через космос. То есть мы касаемся космоса? Вау. Вот этот гигант, кстати, весит 34 тонны. Это самый крупный метеорит, когда-либо выставленный в музее. Представляете? Это сложно осознать. Еще меня действительно поразил огромный кит в реальных размерах. Это самое огромное млекопитающее в мире. Он огромный. Как тебе? Реально огромный. Огромный? Он реально такого размера? Да, он реально такого размера. Это реальный размер его. Реально? Да. Фух, слишком много впечатлений.
И вот, наконец-то, мы попадаем в секцию, посвященную древнему миру. Здесь кости предков слонов и броненосцев. И мы буквально трогаем кость, которая 65 миллионов лет. Чуть притронуться к динозавру. 65 миллионов лет. Видишь, вот эта маленькая рисочка, вот эта точка? Это тогда, когда появились люди, примерно 3,5 миллиона лет назад. А вот эта вся шкала, это сколько существует планета Земля. То есть, типа, вот это 4,5 миллиарда лет. Ну где же тираннозавр? Мы дошли до конца, но не смогли найти. Может, его нету? Вот мы как через них прошли. Вот это вот? Да. Мы пока не нашли. Таш, мы обязаны с тобой найти. Они его специально поставили в эту комнату, чтобы все его так вот ходили кругами, потом зашли в него через шоп. Меня, кстати, впечатлил вот этот огромный динозавр. Наверное, метров 100 длину или даже больше. Но вот пройдя еще глубже, мы его нашли. Огромный, устрашающий и с маленькими лапками. Тираннозавр. Здесь можно посмотреть таймлапс, как его собирали. Ну что, наконец-то, мы делаем фото. Ну что, мы сделали это. Еще одна фото готова. Еще одна выполнена. Двигаемся дальше. Погнали. Кстати говоря, вот этот вот тираннозаврик, он не настоящий. Точно его копия. Да, из точности это вот этот, получается, его череп. А мы погнали дальше. Погнали! Музей уже начал закрываться. Внимание! Музей закрывается через 10 минут. Любой охранник может направить вас к выходу. Надеемся, вам понравилось в нашем музее. Спасибо. И мы старались успеть что-то увидеть напоследок. В некоторых комнатах Наталья даже выпрыгивала, как Индиана Джонс. И в самом конце мы столкнулись со статуей Рузвельта, который также был в фильме. Как-нибудь обязательно вернемся сюда с гидом. Но на сегодня все. Или нет? Мы наконец-то оказались в Центральном парке. Наконец-то входим в Централ парк, добрались до него. Мы планировали, конечно, в дневное время, но получилось немножко ночное. Но уже прилично стемнело, и весь этот вечерний свет напомнил мне картину Ван Гога «Звездное небо». Я бы мечтал увидеть ее вживую. И знаете что? Она действительно есть в Нью-Йорке. Поэтому наш новый план прост. Как раз недалеко от нас, на противоположной стороне Центрального парка, находится второй самый популярный музей города – Метрополитен музей искусства. Этот музей обязателен для посещения. Обалдеть, он огромный. Это что-то типа французского Лувра. И мы отправляемся туда, на поиски картины Ван Гога. Потому что работы Ван Гога там точно есть. До закрытия 4 часа, но мы обязаны успеть. Первым делом к стойке регистрации. Мы сказали, что у нас есть всего 4 часа, и нам нужно успеть увидеть самые крутые шедевры, включая Ван Гога. Для начала Египет. Давай, погнали по Египту. В это сложно поверить, но здесь собраны реальные экспонаты, которые привезли из Египта. Ну это получается, да, часть пирамид реальных. Пахнет как-то прям так Египтом. И этим вещам более 4000 лет. Например, стены этой комнаты покрыты стеклом, так как это рисунки древних египтян. Трогаю пирамиду, реальную пирамиду из Египта. Здесь реальные саркофаги и даже египетская гробница, привезенная из Египта. Это безумно интересно, но мы уже 12 часов на ногах, а мой мозг был перегружен этим искусством. Поэтому приглушенная атмосфера гробницы меня буквально усыпила. И как у тебя изучается арт? Слишком насыщенно. Твоему мозгу нужно передохнуть. Я взял тайм-аут на 30 минут, чтобы набраться сил для поиска Ван Гога. Пошли Ван Гога искать. Мы все ближе к Ван Гогу. Встречаем знаменитую картину переправы через Делавер с Вашингтоном во время Американской революции. Я не ожидал, что картина такая гигантская. На пути было много знаменитых интересных картин, таких как Рембрандт, портрет Колумба, девушка с жемчужной сережкой и многое другое. Мы даже обнаружили несколько картин Сальвадора Дали, но мы продолжали искать нашу цель – Ван Гог. Время уже было на исходе, но в какой-то момент, наконец-то, мы добрались совсем близко. Знаменитые подсолнухи Ван Гога и еще пара его работ. Но где же звездное небо? Вот такого вот ищем. Пока не можем найти. Короче, нет, видимо. Мы не сдаемся. Мы подошли к охраннику, чтобы уточнить, где же картина. Modern. The modern and contemporary art. Окей. Thank you so much. Ну что там модерн будет делать, если тут Ван Гог стоит? Ну вот видишь. Вот оно. Оказывается, звездное небо Ван Гога находится в совсем другом музее Нью-Йорка. Эх,
Ну ничего, на этот счет у нас был запасной план. Еще одна из интересных картин для нас — это автопортрет Ван Гога. И она здесь. Выглядит очень круто, особенно вблизи. Почему бы нам всем втроем, мне, Наташе и Ван Гогу, не сделать совместную фотографию, чтобы запомнить этот момент? Мы уже собирались выходить из музея, как вдруг я заметил знакомое лицо. Не поверил глазам, но это был популярный блогер, на которого я давно подписан. Встретить его вот так случайно, это было максимально неожиданно. Мир так тесен. Блин, прикольно, конечно. Это был удивительный и запоминающийся день, полный взлетов и падений. И снова взлетов. Преисполненные искусством, мы отправились отдыхать. Наш? Мы персонально дождались. Микки после тяжелого дня тоже возвращается домой. На часах уже поздно, мы спать. Новый день, новая охота за впечатлениями. Сегодня у нас две главные миссии. Сделать две культовые фотографии в Центральном парке и на Таймс-сквер. А еще у нас есть экстра задача – разместить себя на билборде на Таймс-сквер. Звучит амбициозно? Да? Попробуем. По классике прыгаем в метро и мчимся в сторону Манхэттена. Первая остановка – 5-я авеню. Надо глянуть на самую хайповую инсталляцию Луи Виттона. Как они это сделали, я не понимаю. Выглядит настолько реалистично, что мозг отказывается в это верить. Дальше самый стильный Apple Store Нью-Йорка. Мы сюда просто зашли, чтобы согреться, но заодно послушали лекцию о технологиях. Молодец, справляется. В всех смыслах голодная аудитория. Да. Заценили новый iPhone, насладились эстетикой цветных экранов. Но это все не главное. Главное – рождественская фотография. Значит, двигаемся в Центральный парк. Зимой главная звезда Центрального парка – это каток. Но если честно, весь парк – это один огромный каток. Пока идем, встречаем местных. Это белки. Пушистые ребята настолько привыкли к людям, что готовы лезть в карман за угощением. Они буквально идут на контакт. Милота зашкаливает. И вот мы здесь. Наверное, один из самых культовых катков в мире. Так, ну что, мы дошли до катка в Центральном парке. Выглядит потрясно. Отсюда открывается потрясающий вид на небоскребы Манхэттена. Это настоящая классика Нью-Йорка и Центрального парка. Ищем место, где сфотографироваться. Я думаю, это идеальный момент для нашей фотографии. Мы в Центральном парке, возле знаменитого катка. Тут очень много людей. Наслаждаемся атмосферой, сделали нашу фотографию. Замерзли, руки замерзли, все замерзло, наслаждаемся кипяточком. Кипяточек. Это супер классно. Прогулка по Центральному парку – это всегда круто. Но знаете, что не круто? Холод. Люди на этих вот лошадках, на этих вот, я не знаю, как эти штуки называются. Велосипедах, они, у них лица краснющие, у них просто щеки аж горят краснотой. Вот. Но они, конечно, укутаны пледом, но это вообще, мне кажется, не помогает. Я бы хотел, чтобы мне лицо укрыли, а не тело. Мне холодно на них смотреть сейчас. Потому что они едут, у них ветер как в лицо. Мы так замерзли, что срочно нужен план спасения. Вот так уже получше. Макдональдс, как всегда, выручает. Наталья листает ленту в телефоне, угадайте, что там? Сплошное Рождество. Один новогодний Нью-Йорк. Ну что, мы согрелись и официально готовы почувствовать праздничную атмосферу на Таймс-сквер. Это место видно за километры, будто бы какой-то портал в мир хаоса и магии. И мы, как мотыльки, летим прямо на свет. И сейчас мы туда идем, на одну из самых популярных площадей мира. Огромные-огромные экраны уже начинаются. И вот мы оказались в самом центре. Таймс-сквер – это всегда киношный момент. Вокруг тысячи людей, миллионы огней, рекламы, экраны. Но сначала мы решаем заглянуть в магазин шоколадок, потому что, ну, почему бы и нет? Здесь огромный выбор шоколада, всякого мерча и самая большая шоколадка от Hershey's. Сколько там, 2 килограмма написано? Да, 2,26. Офигеть, просто как медаль. World's largest Hershey's bar. Таймс-сквер тем временем не спит. Здесь становится еще более людно. Кто-то бежит с работы, кто-то залипает на экраны, а кто-то делает предложение. Прямо посреди площади. Как романтично. Что только не произойдет на Таймс-сквере, да? Да. Ну что же, а нам пора сделать свою фотографию здесь. Но это еще не все. Мы хотим попасть на билборд Таймс-сквера. И одна из компаний предлагает такую возможность. Бесплатно. Но раз так, мы не можем этим не воспользоваться.
По инструкции отправляем фото, замираем в ожидании и... Вуаля! Спустя 5 минут наше фото на билборде в Нью-Йорке на Таймс-сквере. Вау! 2 раза! 2 раза! 2 раза! У нас все получилось. Мы так вошли во вкус, что решили не останавливаться на этом. Сначала отправили мое фото еще раз. Мы тут несколько раз сделали мое фото. Наташа спросила, через сколько мне начнут подходить люди. Меня стали показывать там несколько раз. Типа, подошли люди и спросили, вас типа показывали на экран, типа, это платно или бесплатно. Я объяснил, как это работает. Я говорю, если меня показывали чаще. Ну так оставить все оставшиеся дни и просто... Набивать популярность? Набивать популярность. Я уже 3 раза показывал. Потом посмотрели друг на друга и подумали, а почему бы нам не отправить фото наших родителей? Нужно, чтобы фото было сделано в Нью-Йорке, но мы пробовали так подрезать, чтобы получилось, короче. Поэтому сидим сейчас, ждем. Совсем немного магии фотошопа, чтобы система пропустила фото с правильным фоном. И готово! Мама, мы с тобой Мама, вы на Таймс-сквер в Нью-Йорке! Теперь наши родители на Таймс-сквере. Надеюсь, когда-нибудь они увидят Нью-Йорк своими глазами. Мы одеваемся потеплее, но перед уходом нужно сделать еще кое-что важное. Мы записываем наши желания на конфетти, которые разлетятся над Таймс-сквером в полночь 31 декабря. Наталья пишет свои желания, и эти желания будут падать с неба здесь на Таймс-сквер 31 числа. Ну что, канун Рождества, мы наслаждаемся атмосферой. Написали наши желания на листочках здесь. Сколько ты желаний написала? Я написала очень много. Ты сколько написал? Я написал где-то 4-5 бумажек. Пару таких точных, а парочку таких общих, то все сбылось. И все, короче, сейчас отправляемся дальше. Отправляемся отдыхать. У нас еще некоторые планы, которые будем осуществлять. Какие планы? Ну, есть некоторые планы, это пока секретик. Чего? Какой секретик? Вот какой-то секретик. Реально? Да. Секретик? Да. Что за секретик? Все, погнали. После всего этого мы отправляемся в сторону метро. Количество людей просто за гранью безумного. Рождество в Нью-Йорке выглядит вот так. Нью-Йорк в Рождество — это просто какая-то дичь. Я буквально никогда не видел такого хаоса и такого количества людей. Более дикого перекрестка я еще не видел. Всего столько происходит в один момент. Занимается регулированием жестко. Она решила пропускать машину, потому что она решила машину в приоритете ставить, потому что люди бесконечно переходят. Я ничего более залипательного не видела, чем этот перекресток вообще. Вообще, Вот так. это Рождество в Нью-Йорке. Вот оно выглядит вот так вот. Да, если посмотрю, это сейчас изменится этот цвет, сейчас она будет орать им. Конечно, она говорит, а люди все равно продолжают переходить дорогу. И вишенкой на торте этого хаоса является то, что палатка с едой стала прямо на дороге, создав еще большую пробку. Этому телу нужна помощь. Какому? Этому челу? Да. Там, конечно, женщина-регулировщик пытается разрулить ситуацию, но кажется, этот город нуждается в новом герое. Я принимаю вызов. Нью-Йорк, я иду на спасение. Как это было? Расскажи. Это было безумно. Мы жестко тащили куда-то ее и пытались ее куда-то убрать. Нам вообще, на самом деле, больше помогла полиция, потому что она приехала, стала мигать, и мы более эффективно стали ее тащить. На адреналине. Да, покажи, это опять жесть вот эта, она продолжается. Кто-то там ставит свои палатки, кто-то еще что-то, и мы стоим тут уже минут, наверное, уже 30 минут просто стоим, я смотрю, как на телевизор это все. Какое-то безумие. Герой не носит масок. Вот она тоже героиня, на самом деле, она тут сражается. Это женщина, которая минут 30 просто тут разгребает это все. Вот такая безумная история. Но приключения еще не заканчиваются. Мы отправляемся в метро на поиск еще одного интересного места. Мы пришли в метро и увидели вывеску 42 Street Times Square. Вот, и Наташа захотела с ней сфотографироваться. Наташа, почему ты хотела сфотографироваться с этой табличкой? Эта вывеска была в книжке, по которой я учила английский 6 лет. Мне ее порекомендовал мой репетитор. Мы с ним по ней занимались. Я, короче, взяла фотку этой вывески с собой, чтобы отправить ему и показать, что я доехала до этого места и написать спасибо большое, все классно, все у меня получилось. То есть ты открывала, получается, книжку, видела эту вывеску и сейчас находишься в том месте, где она есть? Да, потому
что там книжка была именно американский английский, там очень много было именно американских там, сленга, американских слов, очень американское погружение в американскую культуру и так далее. У нас так реально порой получается, что мы где-то видим или фотографию какую-то, или ну что-то интересное. Ты сидишь, учишь, смотришь что-то, потом оказывается, что месяц спустя там много лет, и это так круто. Да, то есть, хочется сказать, идите всегда в своей цели. Да, все получится, да. Рано или поздно. А учила я это, кстати, начала учиться по этой книжке я в Светлогорске. В Светлогорске, Беларуси. В Светлогорске, Беларуси, да, то есть в 2018 году. День просто полон эмоций. Мы перевыполнили наш план. Теперь самое время отправляться домой. Доброе утро. Точнее даже добрый день. Вчерашний холод нас так выморозил, что мы спали очень долго. И, как всегда, все ритуалы... Но сегодня особенный день. Мы наконец отправляемся в порт, чтобы доплыть до статуи свободы. Мы ждали этого момента, и сегодня идеальный день. Ясное небо, солнце... Но, судя по этой очереди, все выглядит не так оптимистично. Очередь растянулась на 300 метров. Вау! Мы сегодня находимся возле парома, который отправляется на статую Либерти. Сегодня будем пытаться попасть на паром и попасть на остров. За мной такой огромный очередь. Сейчас будем пробовать выяснять, как купить билеты. Ну что, давайте попробуем. Sorry, sir. I have a question. How is possible to buy tickets? No more tickets now for today. We're sold out. Yeah. How about tomorrow? Yeah, online. Scan QR code for tomorrow. И билетов нет. Вообще. Ни в кассах, ни онлайн. Мы потратили полчаса на поиски, но ближайшие билеты только через 3 дня. Эх, неужели нам остается только смотреть на статую свободы издалека? Так, ну что, в общем, все говорят, что сегодня билетов нету. Попробуем выйти дальше. Но тут мы замечаем людей с билетами, и они говорят, что смогли как-то купить на завтра. И, возможно, осталось еще несколько. Это наш шанс. Бежим к кассе. Не знаю, получится ли не купить, не получится. Сейчас будем пробовать. No, we're sold out today. How about tomorrow? Tomorrow, yes, we have at 9 in the morning. И да, у нас получилось. Билеты на завтра в руках. Завтра мы отправляемся к статуе свободы. Так, ну, во-первых, у нас есть хорошая новость. Мы купили билет. Плохая новость. Это завтра. Это завтра. И завтра не очень хорошая погода, но тем не менее. Тут погода переменчива, может завтра будет супер ярко и будет круче, чем сегодня. Весь этот день мы просто гуляли по городу, без конкретных планов, просто наслаждались Нью-Йорком. Ланчтайм у нас. Буквально превратились в Нью-Йорк. Едим на ходу. Буквально. И вот случайно натыкаемся на одну из самых крутых инсталляций города – The Vessel. Днем он выглядит футуристично, но вечером это вообще другой уровень. Кстати, так как наша поездка к статуе свободы перенеслась на завтра, у нас появилась хорошая идея. Почему бы не попасть в одну из культовых локаций из «Один дома»? Поэтому мы отправляемся в сторону Центрального парка. По пути мы замечаем яркий вечерний Луи Виттон. Саш, как тебе шоу? Вообще прикольно. Светящийся стеклянный куб Apple. И вот он, отель Плаза. Да, тот самый отель, где Кевин встречает Трампа и где происходят основные события фильма. Но проблема в том, что когда мы подошли к заветному входу, нас просто не пустили. Судя по всему, это стало очень популярным местом среди туристов, и сотрудники просто разворачивают всех, кто пытается зайти. У нас пока не получилось. Мы типа стояли, нас этот черный парень отшил. Где он там? Вот он. Да, он там, между нами. Он был очень позитивен, но, к сожалению, у нас не получилось. Но мы не привыкли сдаваться, поэтому после 20 минут ожидания и нескольких попыток нам все-таки разрешают войти. Я попросил, можно ли посмотреть? Да он по его глазам было видно, что он пусть нас, просто надо было пару раз попросить просто. Короче, сейчас получилось, так что пробуйте. Где он заходит. А, да? Да. Вот он сзади, да. Ну типа да, вот сейчас они немножко поменяли. Вот, но мы сейчас за ней стоим. Да. Вот она. Стоим прямо там, где Кевин входил в отель, а вот там дальше он встретился с Трампом. И, конечно же, мы здесь делаем нашу фотографию. Ну что же, миссия на сегодня выполнена. У нас получилось! Наслаждаемся моментом и, честно, мы чувствуем себя героями рождественского фильма.
Теперь можно возвращаться домой. Метро уносит нас сквозь вечерний Нью-Йорк. И не важно, что мы сегодня не добрались до Статуи Свободы. Этот день все равно был невероятным. Ведь простые моменты, как гулять по городу, находить неожиданные места, видеть, как эпизоды из фильмов становятся реальностью, все это делает путешествие особенным. Сегодня был прекрасный день, и пусть все пошло не по плану, но может в этом и есть вся магия. А завтра у нас будет новый шанс. И кто знает, какие приключения ждут впереди. А я все ищу вертолет на Рождество для той самой крутой фотографии в рождественском Нью-Йорке. До завтра. Доброе утро! Я не верю своим глазам. Это что, снег? Говорят, что снег в декабре в Нью-Йорке – это редкость. А увидеть его в сочельник, день перед Рождеством – это вообще большая удача. Мы словно внутри снежного шара, который кто-то встряхнул. Вау! Обалдеть! Но времени мало. Пока снег не растаял, у нас есть важная миссия. Снова увидеть главную елку и почувствовать весь этот рождественский вайб. Поспешим. Пока мы ехали до Манхэттена, снег стих. Но он все еще покрывает улицы и создает волшебную атмосферу. Мы прогулялись по самому центру Нью-Йорка, впитали предрождественское настроение, но пора отплывать. И мы снова здесь. Статуя Свободы находится на острове Свободы, и без корабля туда просто не попасть. Поэтому мы пригнали в единственный порт, с которого возможно добраться прямо на сам остров. Потому что многие компании продают билеты на круизы, которые лишь проплывают мимо. И только одна компания действительно высаживает людей у подножья. У нас второй день, погнали. Попробуем. Как так получилось, что у него загорелась эта ошибка, и нам сказали все равно идти? Это энергия твоего настойчивости? Сегодня людей гораздо меньше, но все равно хватает. Даже с такого расстояния она кажется гигантской. Наконец-то мы заходим на борт. Сразу продается корона на Статую Свободы. Может, надо было тоже купить ее за $2. Но здесь она уже точно 15 стоит. А там 2 стоило? Там 2. Когда мы отшвартовались, Манхэттен остался позади, а впереди главная цель дня и нашей фотографии. Настолько холодно, что кажется, ничего не сможет поднять настроение. Ладно, эта шляпа определенно делает день лучше. Может, надо было тоже купить? Мы взяли аудиогиды, и, кстати, там был даже русский язык. Настоящая баталия. Каждый человек вкладывает в понятие свободы свой собственный смысл. А по прогнозу скоро будет солнце, так что пока отправляемся изучать историю. Мы прибыли в музей. Последнее отправление в 3 часа отсюда. Здесь рассказывают про удивительные технологические постройки, показывают эскизы и рассказывают исторические значения статуи. Например, знали ли вы, что внутри статуи Свободы находится конструкция Эйфелевой башни, созданная самим Эйфелем? Или что она стала зеленой из-за окисления бронзы? Это удивительное место, полное историй. Погода налаживается, а значит, пора сделать фото. Но сперва зацените, какой получился эпичный таймлапс. Это, наверное, лучший вид на Манхэттен. Идеальное место для фото. Мы на Статуе Свободы! Ура! Мы добрались до этого острова. Погода просто шикарная. Солнечно, ярко, лучезарно, волшебно. Прям как вы. Погода прям такая же, как и вы. Остался всего один день. Мне нужно найти вертолет, чтобы сделать финальную фотографию завтра. Осталось совсем немного времени. Но пока назад на материк, отправляемся на борт. Погода в Нью-Йорке меняется моментально. Час назад было пасмурно, а сейчас чистое небо. Зацените еще один классный таймлапс. Мы снова в городе.
Видим красивую церковь, а затем подходим к месту, которое вызывает совсем другие эмоции. Мемориал 9.11. Это место сложно описать словами. Здесь нужно просто побывать хотя бы раз. Но не хочется оставаться здесь слишком долго. Сейчас на месте фундамента зданий находятся фонтанные каскады, огромные квадратные бассейны с водопадами, куда непрерывно стекает вода. Рядом с мемориалом мы заглянули в огромный транспортный центр Oculus. Это здание словно из будущего. Выглядит очень футуристично. Архитектура просто нереальная. Снаружи рядом парочку скульптур. Можно буквально сесть за стол переговоров с исчезающим видом животных или заглянуть внутрь гигантского шара, похожего на Землю, сделанного из полиэтиленовых пакетов. Но не забываем, что сегодня за день, канун Рождества. И поэтому мы возвращаемся через вечерний город к Шону, человеку, который стал по-настоящему близким другом за короткое время. И мы планируем разделить этот вечер с ним. Все, прибываем домой, отдыхать, перекусывать, отмечать Рождество и чил, и релакс. После ужина главный ритуал Рождества для Шона. Мы устанавливаем традиционную картину Рождества. Это очень символично и тепло. Доброе утро! Сегодня Рождество. Волшебный день и последний день нашего приключения. Но осталось одно последнее важное дело. Мы попрощались с Шоном, пообещав, что обязательно вернемся. За эти дни он стал для нас не просто хостом, а настоящим другом. Человеком, с которым было уютно, легко и весело. Мы оставили ему подарок, зажгли елку и с теплыми мыслями покинули наш временный дом. Но приключение еще не закончилось. Мы отправились в последнюю точку нашего путешествия. Перед этим заехали в Брайтон-парк. Здесь рождественская ярмарка, запах какао и переливающиеся огни. Здесь было все, чтобы почувствовать атмосферу праздника. Мы разглядывали витрины и немного задержались в лавке с новогодними игрушками. Но впереди нас ждало главное событие дня. Мы прибыли, и это было волнительно. Невзирая на то, что было много людей, мы терпеливо ждали своей очереди. Шаг за шагом мы приближались. И вот, мы наверху. Перед нами открывается Нью-Йорк во всей красе. Да, это не вертолет, но город раскрылся перед нами как на ладони. И знаете что? Это оказалось даже лучше. Мы увидели его днем, на закате и ночью, во всех его оттенках красоты. Мы хотели сделать 12 волшебных фотографий. Мы думали, что это наша цель. Но если честно, цель оказалась в другом. Ведь главное не снимки, а то, что они запечатлели. Как мы мерзли, но все равно улыбались. Как мы справлялись со сложностями и ловили удачу за хвост. Как поднимались наверх и, затаив дыхание, смотрели на Нью-Йорк во всех его красках. Для себя я открыл, что главное не просто быть в каком-то месте, а переживать его с тем, кто рядом. Разделять радость, поддерживать в трудностях и видеть восторг в глазах друг друга. Потому что именно это делает моменты по-настоящему волшебными. И в этом путешествии я понял, если рядом есть близкий человек, ты уже там, где должен быть. И каждое приключение станет незабываемым. Спасибо, что посмотрели это видео. Оставляйте ваши реакции, подписывайтесь и смотрите другие мои видео. До скорого!